У меня сын посмотрел наш первый выпуск и сказал: поставлю вам лайк и напишу комментарий. Кстати, по поводу комментариев. Мы возвращаемся к привычному для всех формату, когда мы в одной передаче обсуждаем сразу же 3 фильма, объединенных одной идеей, одной темой. И у нас возник вопрос: а вообще как вам удобнее смотреть наши выпуски? Круче, когда это один большой, да, 1,5-часовой, и это прям фильм, в который можно погрузиться, или приятнее и удобнее, когда это получасовая история, посмотрел, да, забыл, и скоро выходит новый выпуск. Пишите обязательно нам в комментариях, как вам круче, как вам больше нравится. И еще обязательно нажимайте на все колокольчики, все лайки, пишите свои любые негативные, позитивные комментарии, потому что это очень сильно влияет на продвижение видео, а это нам ой-ой-ой и ой как надо. А уже началось? Да. Ну давайте тогда все. Итак, вторник, 13-е. Ну что ж, ребята, чай разлит, неважно. И сегодня мы будем с вами обсуждать фильмы, которые провалились, но не провалились. Хорошие фильмы, которые провалились в прокате. Не факт, что хорошие фильмы, которые прокатились в прокате. Ваши плохие, мой хороший. Короче, каждый из этих фильмов, которые мы сегодня будем обсуждать, они снимались как блокбастеры, нет? Блокбастеры. Шедевры. На них были очень большие ставки, классные сценарии. Актеры ставили в том числе на эти фильмы и думали, что после выхода этих фильмов они станут суперзвездами. Помните, мы разбирали несколько фильмов, которые были прорывными для актеров? Точно. Трамплин. Было такое да. Эти фильмы могли быть такими же, если бы они когда-то в свой бокс-офис взяли большие кассы и сразу же в кинотеатрах стали большими хитами. Но так не случилось. Поэтому сегодня попробуем разобраться, почему же так? Да, мы серьезно будем разбираться, почему? Ну, как минимум, какие-то теории мы набросим. А даже и факты. Да, даже у меня есть знания про какую-то теорию почему. Хыдыщ. И сразу идем с козырей, да, неожиданно, и сразу, типа, фильмы, провалившиеся в прокате, да, что, «Побег из Шоушенка» провалился в прокате, вы что, всрались тут все? Я думаю, сейчас многие люди сделали. Почему? «Побег из Шоушенка» — это лучший фильм в мире. По мнению... По версии. Всех. И моей жены. Подожди, но она пересматривает «Грязные танцы». Вот, кстати, история. Мы когда сейчас смотрели подкасту, он говорит: ну, наконец-то, хороший фильм у вас будет. Мне так говорят после каждого выпуска. Все просили, все хотели. Номер 1 во всех рейтингах всего — «Побег из Шоушенка». И да, он в первый год провалился в прокате. Итак, экранизация повести Стивена Кинга «Рита Хейворт» и «Побег из Шоушенка», удостоенная 6-7 номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм года. Стивен Кинг — знаменитое имя. Действительно, Стивен Кинг — это ужасы и фантастика. Фильм «Побег из Шоушенка» соединяет и то, и другое. Ужасы тюремной жизни и фантастику побега. Шоушенк — название тюрьмы. И если тебе еще не 30, а ты получаешь пожизненное, то приготовься к худшему. Для тебя выхода из Шоушенка не будет. Актриса Рита Хейворт — любимица всей Америки. Энди Дюфрену она тоже очень понравилась. Рита никогда не слышала о существовании Энди, однако жизнь Дюфрейну, бывшему вице-президенту крупного банка, осужденному за убийство жены ее любовника, Рита Хейворт все-таки спасла.
Чего? Это происходит? описание фильма. Это описание фильма. Что ж, давайте сначала разворачивать этот фильм, так сказать. Начнем со Стивена Кинга, естественно, потому что раньше всех в этой истории появился Стивен Кинг, который написал эту повесть где-то в 70-х еще. О, это как план побега ты сейчас рассказываешь. Да? Раскрываешь план Концепция побега. у нас, да. План Концепцию капкан. давай. Хорошо. Значит, Стивен Кинг в каком-то году, 70-е, там 78-й или 79-й, не помню точно, пишет эту повесть. Еще у него нет концепции вот этой книги, в которую вошли 4 повести, он просто ее написал. У него была идея, он написал, и вот через несколько лет, когда у него там сложилось какое-то количество этих новелл, которые вообще были не про ужасы и что-то еще, да, он их сложил вот в такую книгу под названием «4 сезона», на английском, по-моему, там «Different Seasons», что тоже якобы отсылочка к тому, что, Что тоже мол, по-другому. что что-то по-другому, да, что он что-то предложит другое читателю, мол. Да, да. Вот, он это все сложил и, в общем-то, упаковал и выпустил. Да, после этого режиссер как раз-таки Дарабонт сразу загорелся, он влюбился в эту повесть, она ему очень понравилась. Он, в общем-то, выкупает права на нее. У Стивена Кинга была какая-то фишка про то, что он продавал свои Она есть до сих повести. пор. Да, $1 сценарий в поддержку молодых талантов, режиссеров, там, не знаю, Студентов. сценаристов, студентов, да. в общем-то, всех. Вот. Но здесь не совсем была эта фишка, потому что заплатил-то он 5000. Вот. Соответственно, была повесть. Да, Дарабонт покупает на нее права. Он ее дописывает, приводит ее в состояние хорошего сценария. У Дарабонта на самом деле много сценарных работ. И до этого фильма у него были сняты, у него был небольшой один фильм. И, между прочим, тоже так неплохо оценили. И сам Стивен Кинг сказал, что ему понравилось. Поэтому он тоже как бы хорошо был расположен к Дарабонту. Дарабонт режиссер, начинается подготовка. Опять же, он там несколько лет заканчивал и доделал этот сценарий. Понятно, что был интересный подбор актеров, да, на главную роль вот этого нашего Энди Дюфрейна хотели Тома Круза, и лидировал, конечно же, Том Хэнкс. То есть он идеально подходил. Мне кажется, они, если честно, даже немножко похожи. Вот как-то, Похожи когда ты по смотришь, типажу, да, да. по типажу на актера, он действительно немножко похож на Тома Хэнкса. Вот, режиссер хотел Тома Хэнкса, но тот был завален в этот период, и у него прямо чуть ли не в это же время шли съемки к чему? Форест Гамп. Форест Гамп, да. Он был на Форест Гампе, не мог... Он как бы. снялся потом в другом фильме про Да. тюрьму. Так, потому что он на самом деле очень хотел. То есть он действительно говорит о том, что мне нравился сценарий. Сценарий был выдающийся, и это все отмечали. Все, кто читали актеры сценарий, все, в принципе, хотели в этом сняться. Причем, как ТВ-фильмы. обычно, вот эта история была, что у него, когда студия прочитала сценарий, они хотели у него выкупить сценарий. Мгм. боялись. Похитить. Да. И хотели сами, типа, снять. Они классный злочинцы, фильм. как и директор Но этой Дарабонт фирмы. просто, да, такой же чувак, как и многие там Сталлоне. Вот. Он просто ставил в контракте себе такую галочку, что я обязательно должен быть режиссером этого. Да, ну, о контракте там еще будет отдельная вещь. Да, Расскажешь. он сам на нее, на свой контракт и напоролся, в том числе. Вот, но Том Хэнкс не смог. Том Круз понятия не имею. Он, как обычно, прочитал сценарий, выкинул и сказал все потом. И нашелся, в общем-то, кто? Тим Роббинс, да? Хорошо, что есть подсказка. До этого фильма у Тима Роббинса не было хитов. Да? Да, Ну у него вот. не было хитовых фильмов. Был там полуавторский, полустудийный фильм. Нет. «Игрок». Была драма «Лестница Иакова». Она сейчас стала культовым фильмом. Супер классный фильм. Посмотрите обязательно. Про поствоенный синдром. Только вот спустя там 10-15 лет после выхода она стала культовым. И важно, что вот до этого фильма, вот буквально до «Побега из Шоушенка», он сильно очень провалился у братьев Коэн. Он снялся в главной роли, наконец-то в главной роли в фильме про хула-хупы. Братья Хула-Хупы? «Братья Хула-хупы». Этот фильм при громадном бюджете на то время, $40 миллионов, собрал типа там 2 в прокате. И Тим Роббинс считался кассовой бомбой. Актером кассовой который бомбы. проваливает. Который, да, в любом фильме проваливается оглушительно просто. Обалдеть. Ну Вот. что ж, теперь я, конечно,
с опаской дальше рассказываю весь фильм. Понятно, почему провалился. Да, так вот, в общем-то, набирают они этих актеров, все классно, Тим Роббинс интересно готовится, он говорит, все, я должен отсидеть в камере, в карцере, я хочу почувствовать эту всю историю. Как бы он там сидит, но говорит, не, я, конечно, что-то почувствовал, но не совсем то, потому что тут-то я сидел по своей воле, и поэтому, ну, как бы впечатления немножко что-то не те. Вот, но понравилось. Вторая роль достается Моргану Фримену, и вообще это, конечно, не совсем соответствовало вообще книге, потому что в книге Ред — это ирландец, и понятно, почему он Ред, а здесь почему-то он не Ред абсолютно. Ну, он там поясняет. Он поясняет, я ирландец. Да. Он поясняет. Говорит просто. Да. А почему тебя так зовут? Может быть, потому что я ирландец. Морган Фримен на тот момент уже был, ну, как бы известным актером, да, с неплохим послужным списком. По-моему, не было у него еще Оскара, он получит его там позже, но у него уже был «Золотой глобус» или что-то еще. Но он уже вот. Тогда играл стариков. Да, он уже тогда, В играл вот таких вот каких-то Прожженных стариков. Ну, реально, он же там играет уравновешенных, старика. да. Дальше, естественно, надо было найти классную локацию, потому что практически все должно было происходить в этой тюрьме. И Дарабонт искал именно, поскольку фильм был как бы про, опять же, немножко ретро, да, это там 60-е или какие-то там годы, 50-е, в общем-то, он тоже искал какое-то пространство, которое будет вот пропитано вот этим духом какого-то времени, это должно казаться чем-то. С одной стороны тюрьмой, с другой стороны он нашел, и это немножко местами похоже на какой-то замок. В общем, да, они нашли эту тюрьму, которая уже не функционировала, по-моему, она уже не работала. Она не то, что не работала, она уже разваливалась. Была она уже состоянии. Разваливалась, да, поэтому многие сцены, которые там крышу вот эту кроют, когда они с реально пивком... помогли достроить. Они там нельзя было снимать, им сказали, что это слишком опасно снимать на крышах этой тюрьмы, там все, короче, в труху, и не пустили их, и они снимали прям в городке где-то, на крыше какой-то городке. В общем-то, тюрьма была классная, и мы видим в фильме, реально она смотрится очень круто, ну, интересно даже, она не просто какой-то там, не знаю, ящик, да, это действительно что-то интересное, архитектурное. Вот, библиотека там, по-моему, это реальная библиотека этой тюрьмы, что-то там какие-то кабинеты, это там не совсем те кабинеты, но тем не менее. Вот, камеры, естественно, там что-то пришлось приводить все в порядок, потому что все было тоже облезлое, заброшенное и, в общем-то, выглядело совсем плохо. Ввалили тоже кучу денег в то, чтобы привести это немножко все в порядок. Кстати, стал говорить про кучу денег, вспомнил, что вроде как дали 25 миллионов ему студия дала на этот фильм Дарабонту, и он сказал, что это прям... Вообще, вот о большем я не мог и мечтать, это реально то, что мне было нужно. Вот прям совсем небольшой бюджет, совсем небольшой. Да? Да. Наверное. Для такого фильма небольшой бюджет. Дальше, конечно же, начинаются съемки, они, по-моему, длились там не супер много, это 7 недель или какие-то там, какие-то такие цифры, то есть это не что-то запредельное, они там супер длинное. Что интересного происходило там? Опять же, главные персонажи, вот этот Тим Роббинс, Морган Фримен, они жили как-то по соседству в гостинице в этом городке. Они все время находились на площадке вместе, и вот что их отношения как будто бы реально в процессе фильма развиваются именно так, как они развиваются в кино. То есть они там познакомились, они действительно там общались, узнавали друг друга, и у них складывалось такие вот классные актерские отношения между собой. Как в нашем подкасте. Наверное. Что, наверное, из каких-то интересных моментов, много классных культовых сцен, которые считаются легендами тоже и признаны там одними из лучших сцен в кино. Одна из них, наверное, самая как бы главная, это когда включают наш герой Энди Дюфрейн включает музыку. И вот эта сцена, панорама, когда заключенных куча во дворе просто замерли и стоят и смотрят вверх, да, это там уже признано в Голливуде одной из классических массовых сцен, там одной из там супер топовых, классных, офигенных, лучших сцен там вот за всю историю Голливуда. Тоже про массовую сцену. Если помните, впервые мы видим эту тюрьму с такого типа тоже... Проезда автобуса, да? Большого, длинного пролета камеры. Камера поднимается над этим замком и открывает
двор, где там сотни этих заключенных бегут с одной стороны в другую. Супер сложная сцена для тех времен. Дронов не было тогда. Вертолет. Да. Там был вертолет. Они снимали с вертолета. Супер сложно. И в фильме много таких всяких находок и сцен крутых. А почему? Потому что у этого фильма хороший оператор. Оператор Роджер Дикинс. И он, между прочим, потом тоже будет номинирован на премию «Оскар» за операторскую работу. Да, это его первая номинация за операторскую работу, а всего у него там около 16 номинаций на «Оскар» за операторскую работу. Плюс 2 или 3 «Оскара». Такой простой парень. 19-17, помните, вот эту всю историю, вот это он все снимал. Да. Фильм, блокбастер, снятый одним кадром. «Оскар» Роджера Дикинса. Да. Прикольная история с этими воронами. Вороном, который был на съемках «Единственное животное», и тут резко вписываются защитники животных. Там есть сцена, где кормит личинкой. Помнишь, он говорит, там, отдай мне эту личинку, я ее отдам своему ворону. И, в общем-то, правозащитники животных сказали, надо, чтобы личинка была мертвая. Так умерла, там которая топили за личинку, да, не за ворона. Да, за личинку, за права личинки. И, в общем-то, вытопили. Как бы нельзя было сделать так, чтобы личинка была живая. Вроде же там еще с миром было все в порядке, нет? Нет. Уже права личинок уже были как бы в топе, да. Так там прикольно, они сорвали целый съемочный день. Чуваки стояли над ведром с этими червями и ждали, пока одна из личинок умрет. Своей смерти, там типа, да. Смотрите! А правозащитники где? А правозащитники были рядом в это время? Которые животных, да, права животных. Вот так. Это вбегают с бэджами этими, да? Осторожно. Работают защитники животных. Всем стоять, руки поднять. Где тут мертвые опарыши? Ну-ка, смотрим. Проверим, как они были умерщвлены. Ну, в общем, было... Интересный факт. В общем, ворон и личинка — это отдельная история. Дурдом. Ну, и ворон тоже там, как бы он участвует в каких-то сценах, тоже много каких-то фактов о том, что вот когда сцену снимают в библиотеке, когда Энди приходит к пожилому вот этому герою, который вот такой прямо тюремный человек, как его там называют, ему очень важно было попасть между каркарами ворона, да, своими фразами. Он там входит и говорит там что-то «Привет, а где Брукс?» Брукс, да, его зовут. Он говорит там «Привет, Джейк», или как-то звали ворона, а где Брукс? Ему важно было попасть между карами ворона, и он там вот старался свою фразу всунуть между этим. Привет, Джейк, а где Брукс? Ты рассказывал, что Дарабонт так видел. Прикол в том, что они полностью этот фильм так снимали. Все сцены Дарабонт четко распланировал. И более того, не то, что четко распланировал, он в самом начале фильма, еще до съемок, записал весь войс-овер с Морганом Фрименом. Да, забыл вот это. И снимал все сцены по таймингам этого войс-овера. То есть он прям включал, вот здесь он говорит фразу 35 секунд, в 35 секунд мы снимаем этот дубль. И условно там дубль на крыше, вот где они там стоят с пивком, а вот эта сцена, они снимали там очень-очень много раз, типа там не укладывались. 45 дублей, чтобы снять в конкретный тайминг. И так все, практически весь фильм. Но прикольно, что он же мучился по поводу этого голоса, закадрового голоса. Дарабонт, когда писал сценарий, он думал вообще, нормально ли это. Да, потому что это считается, такой дешевый же прием, да, в кино. Это вообще шикарная штука в том плане, что «Побег из Шоушенка» первый фильм в мире во всех рейтингах, и он плюет на вот эти все правила. Он плюет в лицо всем критикам. Вообще это странное правило, как по мне. Конечно, здесь есть и voice-over, здесь есть и хэппи-энд в конце, и очень много шаблонных штук, которые до «Побега из Шоушенка» были, и все равно они все работают супер классно. Поэтому... Так, в общем-то, собрано из шаблонов. Не надо бояться, не надо бояться. Действительно, он как бы думал, хорошо это будет или плохо. Да, он все время сомневался как бы в этом войс-овере целиком, и вроде как утвердился он с тем, что это может работать, когда посмотрел «Скорсезе»,
какой-то фильм, там, «Славные «Славные парни». парни», Мгм. да, он, в принципе, его несколько раз смотрел, как бы, что-то там подглядывал, вдохновлялся, и, в общем-то, он посмотрел кадры, где звучит вот этот войс закадровый, он убедился, что это должно работать, это может работать, не надо как бы бояться. Ну, я хочу сказать, что он жанр выбрал подходящий. По факту это же нуар. Вот, Это нуар? Ну да, снят он как нуар. Чего? Конечно, он снят как нуар и по постанове, и по свету, и по, в принципе, по подходу. Это 100% нуар. Нет, это не 100% Я вам нуар. говорю, это 100% нуар. Да, главный герой, который А главный занимается герой в плаще, самоуничтожением, подожди, да. где главный герой в плаще, Да там, шляпе? вот эти 50-е годы, там есть и герои и в шляпах, и в плащах. И вспомни этого деда, который уехал в город. Ну да. И он там Вот там начинается нуар. Не, Там начальник, начинается нуар. Весь фильм это начальник нуар. тюрьмы там. Нуарный. В шляпе нуарный. Нуарный, да. Много чё. дождя, жесткий свет, ребят, длинные тени, это все нуар. Этот фильм «Побег из Шоушенка» — это классика нуара, вы чё? Окей, пусть так будет, Витя. Не, ну Пусть а будет что для классика тебя нуара. Что для тебя нуар? Вот Не расскажи, знаю. фильм Ну, вот эта какой-нибудь. часть, вот это метро, ну, байки метро смотрел? Нет, я не Ну знаю, вот. что это. Это мультик, ну, про Молния Маккуин и байки метро. Молния Молния Маккуин, байки метро. И там есть серия про нуар. Человек- И там классный нуар. Ну, Не, там- ну для вас, если там для вас мэтр нуар в это шляпе. черно-белое типа, Кино, да. кино, чуваки в В шляпах шляпах. и плащах на фоне луны, вот, то да, там Ну, в вопросов нет. метре так и есть. Так давай его разберем. Давай. Артём, Байки это метро. пародия на нуар, скорее всего. Спецвыпуск. Можно, Вот но там Артёма как бы зато Чили, все байки понятно, метро. что это Зато нуар. нуар, Зато понятно. нуар. Ну, тебе не лепят нуар Черный к чему плащ. угодно. Третью серию давай разберем черного плаща. Знаете что? Предлагаю устроить оргию. Вечеринку оплачиваю я! Черный плащ! Это тоже нуар? Это классический диснеевский нуар. Конечно, черный плащ это нуар. Ну, небо над Берлином, это не... Хранители это тоже нуар. Хранители я тоже смотрел. С тобой, между прочим. Нуар? Нуар. Нуар. Кажется, никто из вас не понял. Не меня с вами заперли. Все, хватит! Это вас заперли со мной! В целом про концепцию, да, вообще фильма. О, Ведь давай. это... Это Им- Вова любит. Это с ним Вова поговорим. любит с ним, да. С тобой уже поговорил. Нуар, не нуар, нуар, не нуар. Поговорим про концепцию и, опять же, про то, что все-таки название оригинальное, которое было, да, это про Redemption, и это не про побег. А в русском прокате, в нашем, нам сразу полили концовку, да, нам сразу говорили про то, что должен случиться побег в какой-то момент, и ты мог как бы сначала загадывать, когда же это произойдет. Там все-таки говорится про искупление вот этой вот какой-то вины, да, своей. И существует теория о том, что на самом деле главный-то герой наш — это Ред, это Морган Фриман, который искупляет все-таки себя через Энди, Но да, который учит его, и к концу фильма его выпускают, он не бежит, Мгм. а его выпускают, потому что он якобы... Ну, я принял тебе для себя. хочу сказать, что в книге так и было. Ну, в книге А я вот, так и кстати, не было. помню, А не помню я вот концовку когда книги. читал и помню, что в книге так было. И главный герой Ред. А почему в фильме не смотрится так? Потому что в книге не было финальной сцены. Мгм. То есть Ред уезжал на автобусе куда-то там в надежде Да. найти этого Но чувака. такая концовка и была у Дарабонта. Он как бы и хотел оставить на финал поездкой Реда. Это и был его план. Но тут он и уткнулся в этот свой как раз-таки контракт, потому что по контракту М. у него было 2 часа фильма, которые он делает все, что хочет. Ну, как бы, то есть не влазит никто, продюсеры и студии не влазят в 2 часа фильма. А поскольку фильм длится 2:20, да, Так. то есть вот эти 20 минут, он там что-то переснял, но хотел все, и ему сказали: друганчик, Хэппи-энд. теперь мы хотим хэппи-энд. Они тестили с обычным вот этим финалом, как он в автобусе едет. Зрители хотели, студия хотела хэппи-энд. Дарабонт вначале был против, но в какой-то момент, когда он общался со студией, со всеми продюсерами, и он как бы сам признается, что
какой-то момент я принял для себя, что, наверное, эти герои заслуживают хэппи-энда, что я им все-таки позволю сделать вот это воссоединение, то, что вот эти герои, которые прошли все в этой тюрьме, они достойны того, чтобы в конце получить вот эти теплые эмоции, встречи старых друзей. Ну да. Ну, это логично, прикольно. Да. Книжку, кстати, я что же читал, и, по-моему, ты мне ее и подсунул. Еще когда-то давно ты мне сказал, что классная книжка, давай, прочитай. И реально очень крутая книга. И прикольно, что эта книга, она практически один в один экранизирована. Она реально ее читаешь и видишь сцены из фильма. Ну, это вот с «Молчанием ягнят» у меня так было. Ты просто читаешь книгу и думаешь, так а за что давали сценарий? Оскар за сценарий, да? Но ты же мне тогда сказал. Да, здесь и не дали, так что... Здесь и не дали. Что еще про книгу, вот если как раз-таки мы зацепились, то что сделал Дарабонт в сценарии? Он внес все-таки естественные изменения, он накручивал больше драмы в разных моментах. Он все время искал вот эти какие-то драматические точки и выкручивал эту драму на максимум, да, то есть в книге нет как бы смерти Брукса, да, там в книге кто этот директор тюрьмы не настолько там злодей и не настолько страшный человек, то есть он не до. То есть, а Дарабонт, он вот везде, в каждом моменте, да, в каждом персонаже он искал вот максимум выжать какого-то там, не знаю, саспенса, переживаний и что-то еще. Доработал арки каждого героя по драматургии, по классике. Тут реально, я вам говорю, этот фильм, это набор просто клише и шаблонов. Просто которые... нуарных, да. Просто которые, когда сложились в единое целое, идеально заработали. Так но получается, так, получается, лучший фильм во всем мире — это набор штампов. Да. Получается так. Если посмотреть без эмоций, аллюзий на эту всю историю, так и есть. Так и есть. Каждая арка героев, как она заканчивается, вот посмотрите. Это Санта-Барбара, реально. Злодей наказан. Причем, каждый злодей наказан. Каждый злодей наказан. Такой маскулинный вот этот злодей, наказан. Начальник охраны, оказывается каким-то там плаксивым чуваком, когда его прижимают. Даже комедийно как-то это смотрится, правильно? Да. Нет, там там это просто нам голос. Не, ты себе дорисовываешь это, что он такой... Конечно. В конце есть этот твист. А вот он уже убегает из тюрьмы. То есть, понимаем, да, если вот так разбирать, раскладывать, то, блин. То есть, ладно. Что же произошло дальше в прокате? В этот год он провалился, он собрал там 27 или что, 23, не помню какую-то цифру, миллионов с бюджетом 25. Это как бы так не работает, потому что куча денег еще уходит там на какое-то продвижение и все-все-все. Там был прикол, что Дарабонт сам бегал по кинотеатрам. И продавал билеты. Да. И покупал билеты, нет. И там затаскивал людей прямо в кинотеатр и говорил, если вам не понравится, я вам верну деньги за эти билеты. Прикиньте, и были вот пустые это акция, кинотеатры. Да, купите. Но почему, опять же, теории, почему он провалился? Потому что 94-й год считается, что это один из вообще топовых годов в 90-х. В общем-то, вышел «Форест Гамп», «Король Лев», вышел «Криминальное чтиво», да, и куча еще какого-то прям крутого кино, и просто как бы «Побег из Шоушенка» затерялся. 94-й вообще не лучший год в 90-х. Да? Вообще не лучший. 95-й, 99-й. Что там, я не знаю. Возможно, лето 94-го. Возможно, они попали там под «Короля Льва». Или кого-нибудь еще. Они попали. Но еще Курт Кобейн в 94-м умер. Это и повлияло. Это же драма, наоборот, бы пошло. Это все и провалило. Возможно. Но в следующем году их номинируют на «Оскар» 7 номинаций, то есть включая там всяческие и сценарии, и, наверное, и лучший фильм, по-моему, в том числе, и операторская работа, и, наверное, композитора туда же. В общем-то, все номинации.
И уже в 95-м он как бы добирает свое в прокате. То есть в 95-м он выходит еще раз как-то в прокат, Повторно. и там уже он добирает, он зарабатывает там еще то ли, ну, в общем-то, еще 70 миллионов, и уже как бы вот он там в 95-м дошкреб свое. А 95-й, как мы знаем, был слишком сильный год. Да, там но всё там он лучше. смог, да? Да, но там он смог. Но в 94-м попал под каток «Короля льва». Ну, не было настолько мощного фильма. Держись, Симба! Ну и что потом случается? И на него очень сильно выкупают права телестудии. То есть это ТВ, один из самых тиражируемых по ТВ фильмов вообще в мире. То есть на него права были выкуплены очень многими каналами, всем стали показывать, естественно, все привыкли к нему, полюбили его, и, конечно же, теперь он фильм номер 1 во всех рейтингах. Почему? Потому что все помнят его с детства. Классное кино, которое показывали по телеку, по всем телекам Ты мира. думаешь, поэтому? Да, показывали по всем телекам мира, мы это уже знаем, и поэтому люди как бы просто ностальгируя считают, тогда что... бы это был «Унесенные ветром». Ну, а это тоже лучший фильм, правильно, в мире? Нет. Это второй. Это второй фильм Второй там идет. «Крестный отец». А «Зеленая миля»? Четвертый. Ну, где-то там в 5, да. Ну, да, в общем-то, поэтому сейчас это легендарный фильм. Любимый всеми, но, как мы знаем, собрание штампов. Любимое это всеми, правда. Ну, это нуарное собрание штампов. Ну, это просто идеальный фильм. Ну, это идеальная история. Да, Это- пропорция это идеальная. идеальные какие-то пропорция. выбритые актеры. Это идеальные там охранники. Это идеальная тюрьма. Фу, не дай бог, конечно, но в такой тюрьме можно и посидеть. Ну, не в качестве, не в качестве, там, может быть... Заключенного, а в качестве ворона. Ну, Кстати, это сейчас тюрьма, между прочим, принимает туристов, и у конечно. нее бюджет там а-ля там с бюджетом $10 миллионов в год она там зарабатывает, и, в общем-то, это супер туристическое местечко. Короче, если вы видите в каком-то фильме Тюрьму. аутентичную такую прикольную тюрьму, в 70% случаев это тюрьма из «Побега из Шоушенка». «Танго и Кэш», Ага. «Тюряга» и «Касл Как Рок» скажете. сериал, помните? «Касл Рок» тоже снимался там. А это по Стивену Кингу, который... Да. В нем, кстати, очень много отсылок к «Побегу из Шоушенка», и он Еще как бы. бы считается такой Еще бы. сиквел этого фильма. Можно Да? посмотреть. Да. а знаете, что я вот сейчас подумал? Ну, Так вот Что там ты получается подумал? 30 лет где-то, да? Ну, зазор Да. истории. В обед. Ну, время как-то не сильно за 30 лет там меняется. Он как... Не се- думай об этом. Сейчас он ты как нарушишь Он как идеальное сел в кино. тюрьму там... Ну, не, да. я не говорю, Такой что же они и там... вышел. Нет, неважно, окружающее время. Ну, то есть там те же машины, те же автобусы, на котором его привозили, и потом через там 20 лет привозят вот этого парня, который у том него же обучается, на этом же автобусе, и в такой же, грубо говоря, ну, стилистике Все как будто бы одежды. замедляется. А Очень. ведь действительно. А ведь потому что бюджет был всего лишь 25 Поэтому миллионов. автобус и был тот же самый. И, кстати, они снимали, когда дедушка этот вышел из тюрьмы, они снимали прямо в этом городке. Да, да. Да, чтобы тоже сэкономить А бюджет. может, это какая-то мистика Стинга? Да, не было там мистики. это Ну, у как него же, раз-таки на самом бизнес. деле, у него много происходит историй в Касл-Рок или там возле Да. Касл-Рока. Да. Оно Да. тоже в Касл-Рок. Студия, которая снимала «Побег из Шоушенка», называется тоже Касл-Рок. Да. Так и было все. Вот. И все сошлось. Поэтому это лучший фильм. Ну все, Круто, да, давайте. круто. Давайте определяться, что это все-таки был провал или это все-таки шедевр. Судя по рейтингам, вряд ли это может быть провалом. Но для каждого из нас лично, что можно сказать об этом фильме? Я люблю этот фильм, потому что это нуар. Вот, классно снятый. Нет, ну ты понимаешь уже, что такое нуар? Круто. Мне тоже нравится этот фильм, но, наверное, как раз вот за какой-то вот этот позитив, оптимизм. И вот я понял для себя, что он для меня почему-то идейно перекликается с «Жизнь прекрасна». О, боже мой. Ну, Да, нет, я объясню почему. Потому что оптимистичный вот этот взгляд на жизнь, да, оптимистичный даже в самых взгляд в жестких. самых жестких условиях спасает, жизнь человека. То есть Энди
мог погибнуть, да, могло все пойти не так, и вот этот оптимизм, не иссякающий в нем, ну, даже не знаю, что, не оптимизм, а надежда, да, или вот это надежда, ощущение... это не оптимизм, это надежда, согласен. и, это в фильме про это и говорится. Да, Это- почему-то мне пришла такая параллель. Да, и даже у меня ребенок сказал, что надо посмотреть этот фильм, потому что он везде в топах, и надо его посмотреть. Я думаю, откуда ты это знал? Ну вот смотри, травму не наноси ему. Мгм. Детскую. Раньше времени. Это хорошее кино, но это кино. Вот оно смотрится от первого кадра до последнего. Ты ни разу себя не ловишь на мысли, что ты смотришь, какую-то настоящую историю, да? Ты вот полностью погружаешься это как в кино, и тебе от него приятно, где-то больно, где-то там, наоборот, мотивирующе, где-то там ободряюще, но в целом это все равно на протяжении всех 2 там с лишним часов, это 2:20, нету никакого отключения, что это не кино, что такое могло где-то произойти, что это может быть жизнь. На Ты такой- реальных событиях же, ну... Ну, как по мне, я вот Вову поддержу. Это идеальная экранизация. Вот ты как будто бы книгу читаешь. Да, Такое. да. Оно так льется, оно так... Это прям, идеальное кино, чтобы его посмотреть, насладиться вот как каким-то произведением киножанра, вот так. Окей, супер, выбрасываем. Смотреть, короче, правильно. Да, типа, на смотреть, телеке. Тем более на смотреть. телеке, а не в кинотеатре. Да, Мгм. да. Вот ты же доколупался до меня. Окей, Гаттака. Итак, почему же вы выбрали это? Как и положено, мы продолжаем концепцию антиутопии, и тут уже нам знакомые имена сценариста, который стал и режиссером этого фильма. Начну я с того, как я познакомился с этим фильмом. Ах, Я его посмотрел в детстве, его показывали по телевизору, и, может быть, лет 10 мне было. И я был просто в шоке от этого фильма. Я был в детстве, и, в принципе, ну, сейчас тоже, впечатлительным ребенком. и болезненным. Впечатлительным и болезненным. Так, И поэтому этот фильм, он просто придал мне каких-то плюс 100 к какой-то внутренней мотивации. Я его смотрел от первого до последнего кадра вот так там вот. болезнь. Да? По-моему, я его смотрел с сестрой, мы вместе смотрели, она заснула, понятно, под этот фильм. Это я. И Я. утром... Сестра, это я. И утром я ей просто его пересказывал. И вот эти фразы там, знаешь, почему я тебя победил, когда мы делали заплыв? Потому что я не оставлял сил на обратную дорогу. Это просто меня Ты еще и записывал. разрывало. Да, Я и вот этот сестре читал. фильм этот помню с детства. Причем я его так помню, я его посмотрел в детстве, маленький, и потом уже в каком-то таком более взрослом возрасте я его просто искал. Думаю, я помню, смотрел в детстве такой классный фильм, я, Не мог найти. не мог найти. И уже в каком-то таком, взрослом возрасте, там, лет 20, там, может, в периоде, там, 16-20, уже там осознанно его посмотрел второй раз. Так вот я И познакомился. что, и подожди, второй раз так же зашел? Да, абсолютно. Каждый я его могу смотреть и второй, и третий, Каждый раз. и четвертый раз. И... А знаешь почему? Потому что это я не нуар. оставлял сил на обратную дорогу. И потому что это нуар. Ну, это... Так это нуар? Это Конечно, нуар. нуар. Это нуар. Сегодня все фильмы нуары. Чего вы не Нет, не предупреждали меня, что надо готовиться к тому, что сегодня нуар? Я бы шляпу одел. Что у тебя за это? Почему тебе кажется, что если нуар, то в шляпе? Не, Пока. тут в шляпе, чуваки, конечно. Ну что, можешь прочитать тогда про него? Спасибо. И надо одеть линзы, потому что Шляпу здесь одень. очень мелко написано. Шляпу сними. Добро пожаловать в Гаттаку. Совершенный мир будущего. Здесь каждый генетически запрограммирован, и печальная судьба ожидает тех, кто был рожден в любви, а не в лаборатории. Такова судьба Винсента Фримана, молодого человека, получившего при рождении ярлык «непригоден». Винсент обладает весомыми недостатками, он подвержен страстям, он поддается эмоциям, и он верит в то, что его мечты сбудутся. Вот почему он покупает личность другого человека, пытаясь обмануть власти и стать уважаемым членом корпорации будущего Гаттак. И когда он уже на пути к свободе, убийство грозит раскрытием его реальной личности. Несмотря на свою невиновность, Винсенту есть что скрывать и есть что терять. Но так трудно остаться в живых, когда в тебе живут два человека. Итан Хоук, «Общество мертвых поэтов перед рассветом», и Ума Турман, «Криминальное чтиво» и «Бэтмен и Робин» в фантастическом фильме Эндрю Никол «Гаттака». Ну что ж,
Ну Классно, что ж, классный фильм. Гаттака, начнем с названия, да? Да, Давай. как же это читать? Читать это можно по-разному. Так же, как... Где ударение, Вова? На самом деле это скомпилированное слово, оно Да. ничего не значит. Факт известный, и мы видим это уже в первых... Ну, не тебе. В первых титрах, когда там идут титры героев, титры создателей, Точно. всегда выделяются вот эти 4 буквы, на латинском. Так вот, это, значит, буквы азотистых оснований, которые входят в нуклеотиды: Мгм. гуанин, Мгм. аденин, тимин и цитозин. Интересно, мы Хорош. мы сдвинемся к кино хоть чуть-чуть. И поэтому из этих вот слов состоит это название. И Прикольно. самый большой, наверное, что можно как бы несоответствие с наукой, предъявить этому фильму, то, что в жизни и так вот эти... Буквы не пишутся. Не буквы не пишутся, а так ДНК читаться не может, то есть так вот нуклеотиды, из которых состоит цепочка, они не могут так по принципу комплементарности соединяться. Ну да. Блядь, Фу, вообще буквы не единственное. могут так соединиться. И, значит, в 95-м году чувак пишет сценарий. Так. А сценарий становится интересной студии по нескольким причинам. Первая причина — это то, что студии искали на то время какую-то популярную научную фантастику. После, опять-таки, там, «Бегущего по лезвию», хоть он там и давно был, но его хотели повторить. Искали сценарий, который будет не таким сложным, как это было с «Бегущим по лезвию». И вот этот сценарий как раз-таки попал в вот это окно, что он про научную фантастику, но в нем нет никаких сверхсложных сцен. Его изначально сценарист так и задумывал, как нуарный фильм, без какого-то дикого экшена, без каких-то диких схваток, но при этом поднимающие какие-то важные философские темы и вопросы. 36 миллионов поэтому и был увидел. бюджет этого фильма, а в прокате он собрал 12. Окей. 3 раза меньше. 3 раза меньше, поэтому это такой как бы провал. Помог ему с этим, как его... Дэнни Девито. Дэнни Девито взял как бы так под крыло этого начинающего сценариста-режиссера, привел его в Коламбия, и, собственно, Коламбия искала, вот я говорю про, такой как бы научную фантастику, и все там в этом плане все сошлось. Плюс сюда еще добавился вот этот восходящий звездный каст. Это Итан Хоук, это Ума Турман и Джуд Лоу. Да, Джуд Лоу. Жудло. Жудло. Жудро. Улица Жудро. Нет слов. Лоу же, он ни в одном американском фильме не снялся, догадок. То есть он был неизвестный. Да? Это его дебют? Да, в американском кино. Но он британский, он такой был довольно известный британский актер, но мы же знаем, что в Америке британское кино не смотрят. Ну и потом после этого фильма все-таки Его пошла стали его снимать. карьера. Да, вверх. конечно. Он там А, шикарно сыграл. Джуд Лоу вообще круто. Как сам вот Итан Хоук говорил, что, относительно бюджета, я смотрел какое-то интервью его, он говорил, что была бы моя воля, я бы этому сценаристу каждый год выделял бы по 36 миллионов долларов, чтобы он снимал... Меня, да. Нет, чтобы он снимал кино, потому что это действительно, человек, который может как-то, видеть, который затрагивает какие-то важные темы, и опять-таки делает какое-то отличающееся от Голливуда, хоть и в Голливуде. Да, у него нестандартный подход, такой кино. видно, что концепции авторские. Чего себе. Шоу Трумана. Нет, я согласен. Я Да, же говорю, что для меня, пересмотрев, я говорю, что мне концепт, мне очень понравился. Прикольный, какой-то уникальный для будущего, для фантастики. Он действительно смотрится интересно и свежо, и сейчас, когда есть куча фантастики, сюжет Гаттаки, основа, да, концепт, смотрится круто, интересно.
Дальше как бы нюансы. Но в Может, целом... нуар тебе круть. не понравился? Маловато нуара, мне кажется. Не хватает плащей, длинных теней. Ну вот интересно, а какие нюансы? Для меня Да. какие нюансы здесь? Ну, мне кажется, что, например, я вот думал о чем, почему для меня он не сложился, потому что я в итоге потерялся в жанрах, этого фильма для Так. себя. Как бы есть драма понятная, завернутая, появляется этот детектив, который какой-то недодетектив в этом сюжете для меня. Он вроде как бы есть, и понятно, для чего он. Как бы, чтобы нагнетать вот этот вот, получится Да, у него да. или нет. Мгм. Но как детектив он не работает. Но я вот для меня. согласен с И тобой. вот какая-то вот из этого есть эта любовная линия, которая любовь, а не любовь, что-то какая. И в общем вот из-за того, что как будто бы все пытались как бы вложить туда, вот в итоге. Мгм. В итоге для меня он, как бы начинает немножко теряться и рассыпаться. Да. Не, конечно, тебе не понравилось. Ты сквозь спагетти смотрел. Это так и было. Не оценил. Вот. В общем-то, я говорю, вот для меня многовато что-то перемешали. Поддержу в том плане, что детективная история кажется местами натянута, искусственная. За счет этого, конечно, падает вот немножко вот это отношение к этому фильму, потому что хочется, наоборот, следить за героем Итана Хоука. Чуть-чуть, может, какой-то там шпионской темы хотелось добавить, где он больше там каких-то изящных ходов делает, чтобы проходить вот эти Проверки постоянные, проверки да. постоянные. Может, чуть-чуть углубиться в его работу, что же он там делает на самом деле. Вот такие какие-то вещи. Хотелось больше вот этот мир узнать, нежели следить за детективной историей. Так вот, как раз-таки, вот ты говоришь про узнать мир, и, мне кажется, что этот фильм, он как раз и построен по, узнаванию мира. Основная идея этого фильма, она о том, что, человеческий дух, он может превзойти, как бы, генетические, какие-то Мгм. ограничения, и сила воли, сила духа позволит тебе, справиться с самыми любыми, сложными задачами, да. И вот этот, как бы, опять-таки, антиутопичный мир, вот это антиутопия, и здесь наш герой, он сражается не с миром, то есть в мире все понятно, да, там вот есть такой мир, где работают такие законы, он сражается в первую очередь, сам с собой, чтобы, обманывая этот мир, да, но при этом он работает постоянно над собой, он делает усилия над собой, начиная там от самых там первых каких-то, сцен, где пока он еще не связался с этим Юджином, он Мгм. учится, понимая, что 99% из 100 он не попадет, как ему говорит его отец, ты попадешь на корабль только в качестве уборщика, он все равно не сдается, и тем самым разбивает вот эту вот концепцию детерминизма генного о том, что все предопределено у тебя собственно, по генам. И так построен весь мир. Как по мне кажется, не так важно там, что это детективная история, любовная история. Это лишь составляющего этого мира. Автор нам показывает, как устроен этот мир, как генетика не работает, или работает. Я понимаю, да, ты говоришь про внутренний мир, а я тебе говорил про внешний мир, что мне не хватило именно фактуры этого всего, там, что они едят, как они время проводят. То есть каких-то мелких деталей, каких-то более логичных человеческих вещей, чтобы я поверил именно в то, что они там живут. Там, получается, они выходят из здания, пляж, поплыли. Там, вот такие есть штуки, такие скачки прям, где ты не можешь состыковать между собой какие-то сцены. То есть очень красивый фильм, много арта, много вот брутализма в архитектуре. Брутализма, да. Да, реально. Да. Потому что авторы выбрали такой... это как бы 50-е, стиль, это как бы
ретро-футуризм, да, Да. что опять-таки классно создает вот эта безвременность этого фильма. Он сейчас, например, смотрится, очень круто, очень артово, и вот эта вот концепция вот этого всего мира за счет вот этого ретро-футуризма, она опять-таки не вызывает каких-то, кучу вопросов, во всяком Не случае. вызывает вообще, да, С как точки зрения арт-объект. визуала, Как арт-объект он классно смотрится. Но, типа, ты в этот мир не можешь поверить, потому что он искусственно смотрит. А это сделано специально, потому что... Окей. Нет, это действительно... Ну, это конечно, это цветокоррекция, тона и искусственность этого мира, потому что это искусственно созданный мир. Это мир, созданный при доработке генов. То есть этот мир, он максимально стерильный. Там все стерильно. Там вот этот брутализм в архитектуре, он очень минимально, да, все ровно, четко. Это вся работа их, которая сводится к какому-то там просчету алгоритма полета этого корабля на каком-то там стерильном компьютере. И этот мир, он сам по себе как бы за счет людей является таким вот, синтезированным. Поэтому он такой минимальный. Ну, понятно, да. Как бы Чисто как Apple. Как Apple, да, как бокс инфекционной больницы, грубо Да, говоря. Там не должно быть ничего лишнего, потому что все так запрограммировано генетически в каждом человеке. А мы же видим, что из человека убраны все какие-то пороки. Алкоголизм, облысение, сердца. ожирение, порок сердца и все прочее. Поверьте, люди рождаются со множеством недостатков. И не забывайте, что этот ребенок по-прежнему ваш. В нем лучшая половина от вас. Естественным путем вы ни за что бы не добились подобных результатов. И если вот опять-таки с главным героем тут все понятно, как он взламывает этот мир, да, как он побеждает генетику, потому что он как бы не изменен. Но тут же и высказывание, как генетика не работает, потому что когда мы знакомимся с братом вот этого главного героя, когда родители приходят в лабораторию, и врач им показывает эмбрион на экране и говорит, что я позволил себе убрать какие-то особые гены, типа облысения, алкоголизма, насилия и все прочее. А здесь мы понимаем, что, скорее всего, это сделано с каждым человеком в этом мире, и с этим... Нет, почему? Ну, да, Нет, но нет. там же нет, есть они уборщики, значит. не это разделяют. Так уборщики — это все wild. Валидные. Валидные, да. валидация Ну. Все уборщиков. все Это процесс. валидные, они все как бы уже почеканы по генам. То есть подразумевается, что он не может стать алкоголиком, он не может облысеть, он не может ожиреть. Ну, этот же бухает. Вот я про это и подвожу, что следить в этом фильме надо не за детективной историей, не за любовной историей между Ума Турман и Итаном, а следить нужно в этом фильме как раз-таки за обстоятельствами, которые их окружают, окружают нашего героя. Нет, ну это круто звучит, знаешь, что, мол, вы должны следить вот за этим, а не за этим. Но это все сложено в фильм, понимаешь? И я и говорю про то, что это не дает мне понять, что, что вот здесь вот как бы кроется Вот вся суть. я поясню свою тему немножко, вот чего мне не хватило, возможно. Мы обсуждали «Шоушенк», там каждая арка героев закрывается, и таким каким-то ярким пятном ты понимаешь, что случилось с этим чуваком. Вот здесь есть вот эта детективная история. Я несколько раз смотрел это кино в разные периоды своей жизни, и только сейчас я понял, что вот эта детективная история заканчивается тем, что этого чувака убил старый дед, которому в гене вырезали насилие. Да. Вот я только сейчас понял. А вот Артем вообще не понял. Ему вырезали насилие? Он обманывает, видишь, он совершает насилие, но
когда к нему приходит следователь, как бы уже начиная его подозревать, он говорит, посмотрите, мой профиль, у меня нету ни Так капли это не про то, что все обманывают. насилия. Просто все обманывают Ну, то есть генетику. это про то, что генетика не работает в этом мире. И вот они как бы ломают эти шаблоны. Но я про то, что, возможно, режиссер где-то чуть-чуть, может, там, по неопытности, да, не докрутил вот эти вот штуки, чтобы эта история заработала более ярко. Ну, например, про этого Да. ученого, который мочу берет, что это папа его. Да, какие-то штуки ты додумываешь, и неправильно. Я, честно, кажется, что половину додумал неправильно, я не буду в это углубляться. То есть я не знаю, это плохо или хорошо, Нет, ну, я просто сказал, что понятно, вот мне что, чуть-чуть наверное, этого. когда в детстве ты это смотришь, ты смотришь это как, ну вот, когда я первый раз смотрел, как вот эту историю главного героя, вообще не обращая внимания на вот эти. Но даже когда я его второй раз смотрел, это становится очевидным, у тебя сразу срабатывает мозг. Подождите, если вот этот Юджин, который инвалид, создавался как великий спортсмен, то он не мог стать алкоголиком по генам, правильно? Ну, то есть это 100% у него это было лишено. И если он создавался как спортсмен, у него никогда не могли возникнуть мысли о суициде. А это там рассказывается буквально там в начале их знакомства. Он говорит, он рассказывает эту свою историю, что он... Там было про суицид. Конечно, он же это... Почему он стал инвалидом? Да. У него была попытка к суициду, потому что он не мог добиться там первых очень много мест. вот таких вот междустрочных, либо вскользь проходящих вещей. Если ты смотришь это кино, где-то там чуть-чуть отвлекся, есть вероятность потерять прям хороший блок внутренний. Поэтому этот фильм и провалился, потому что люди шли на «Бегущего по лезвию», грубо говоря. «Бегущий по лезвию» тоже провалился очень сильно. Я к тому, что шли за экшеном. «Звездные войны». А это проблема студии. Его продавали рекламировали как блокбастер большой? Да, там не было такой прям супер рекламной кампании, но прикольная рекламная кампания была. Запустили телефон и объявление, что если вы хотите изменить гены своих детей, звоните по такому телефону. И там прямо этот телефон обрывали, все звонили. Как было бы круто, заложить все что-то... не посмотревшие этот фильм? Еще не посмотревшие этот фильм, заложить что-то в своих детей, такое, что чтобы они были... генно-модифицированы. Помидоры. В том числе. Вообще, в тот период вот именно к генетике был большой интерес еще по одной из причин, что, кажется, это было уже так давно, овечку Долли клонировали в 96-м году. А это какой год? А это 97-й год. То есть... понятно. То есть в 90-м запустилась вот эта программа по геному человека, которая только там к 10-м полностью расшифровали геном человека. То есть вот это как раз-таки история, которая, будоражила актуальненькая была. Умы, общество, и хотела снять что-то в эту тему. Как видим, не сильно много будоражило людей. Но спустя сколько-то лет, в 2011, по-моему, году, составляли рейтинг лучших научных фильмов как самых правдивых, и НАСА его поставила на первое место. И сегодня он входит во всякие программы по биоэтике, по философским факультетам, именно с точки зрения развития генетики. И видишь, да, узковатая аудитория у него, поэтому, наверное, он провалился. Как раз если вот так, действительно, как вы рассказываете, что это пик вообще генетического внимания людей. Оно должно было сработать. Но мы же понимаем, что даже в пик, не сработало. А теперь-то мы знаем. Оно не сработало, потому что он оказался, скорее, слишком... Не то что заумный, да, но слишком нестандартный, чтобы, очень много в этом мире, построенном режиссером, было неочевидностей, которые, должны были быть замечены, но оказались незамечены. Хотя там есть
классные, ходы, напряжение того же саспенса, когда каждых там сколько-то минут фильма ему надо проходить вот этот генетический контроль. Хотя, кажется, есть же просто фотография. Если ты уже один раз его прошел, зачем его постоянно проходить? Но это тоже опять сделано для того, чтобы вот этот чувствовался, грань провала, чтобы подогревался вот кстати, этот саспенс. такая, вот это еще одна из тем, которая показалась надуманной. Вот постоянно. Какая? Тебе надо зайти в Гатаку, Да. каждый день там кровь сдать. Пальчик колоть, кровь сдавать, и ты такой, как бы... Да, это сейчас, Зачем? это смотрится, надуманно, но это объясняется тем, что чтобы вот было вот это подключение к тому, что вот сейчас сложность. на грани провала оказывается преодолевает человек. эти Сейчас вот человек может оказаться... Да. Я параллели думал, когда смотрел это кино, думал, а какой же мог быть блокбастер, вот если бы это кино Спилберг бы снял? Особое мнение, наверное. Потому что там похожие идеи, там супер, там Том Круз, там все летит, взрывается, но сама идея про предсказывание событий, которая ломает человека, это вот прям концепция Гаттаки по факту. Предугадать все. Да, здесь же его, отметают в начале, потому что он там умрет в 30 лет. Он должен был умереть. В особом мнении то же самое. Чувака хватают, потому что он через пару дней кого-то убьет. То есть тоже предсказание. Да, и такие два разных фильма. Но вот один супер успешный блокбастер, и сделан по шаблонам боевиков Голливуда, а второй такое, скажем, философское больше высказывание, на которое хочется смотреть, про которое хочется думать, но не сыскавшее там большой аудитории в свое время. Как сказался провал на режиссере, на актерах? Видишь, на актерах он, никак не сказался. То есть вот Итан Хоук стал таким... Но он не стал суперзвездой. Но он не стал суперзвездой, но он стал, таким вот, тоже, опять-таки, амплуа такого какого-то интеллектуального кино, интеллектуального жанра. Джуд Лоу, понятно, там, Ума Турман тоже... А режиссер? Режиссер все, больше ему не доверяли? Нет, режиссер, кстати, он продолжает вот эту вот линию инаковости человека и общества. А что он дальше? Еще есть у него фильм «Время», по-моему, он называется. Он такой тоже... К нему вот больше можно... Тимберлейк. Да, к нему там можно больше к чему... там попсовое кино. Оно попсовое. Но опять-таки там... И некрасивое. Оно снято, да, криво как-то. Но опять там вот этот вот... Короче, он ищет концепции вот эти, ясно, всегда. Да, человек в обстоятельстве чего-то. И шоу Трумана, и «Время», и Гаттака. В каком-то суперглобальном обстоятельстве. Прикольно. Вот. Но и при этом, как сценарист, он сделал сценарий «Терминала» с Томом Хэнксом. Тоже человек закрыт в пространстве. Но таким вот, как примерно «Побег из Шоушенка», такой тоже от начала до конца. Ой, какой хороший фильм. Прикольно. Почему этот фильм, опять-таки, про генетику, были вырезаны финальные титры в этом фильме прикольные, которые как бы это все еще и, делали такую сильную точку, делали итог. Прием такой был, что взяли всех известных каких-то личностей, там, от Ван Гога до Эйнштейна, да, там, до президентов Америки, и выдали их какие-то генетические заболевания, что там у Ван Гога была шизофрения, но это не помешало ему стать там великим, у Эйнштейна была дислексия, генетическое заболевание, и... это не помешало ему изменить мир, как и этим людям. И тому подобное. Или, например, яркий пример того же Кусто, который сделал «Акваланг» и снимал фильмы про подводный мир. У него были какие-то там заболевания легких большие, ему там вообще пророчили недолгую жизнь, а он смог,
физически, если говорить не про умственные какие-то штуки, ну, в том числе и умственные, Ну вот и и жалко, физические. на самом деле, что выбросили эти титры. Я тоже смотрел интервью какое-то Дэнни Девита уже в таком возрасте, и он как раз-таки вспоминал, говорит, что «Гаттака» — это мой самый любимый проект. Вот, реально мы, когда его снимали, мы понимали, что мы делаем какое-то невероятное, типа, большое дело. И он говорит, вот мне жаль, что мы убрали вот финальные титры, потому что они досказывали, ставили правильную точку в этом фильме. И вот это та же тема, про которую я тебе говорил. Вот чуть-чуть не хватило где-то досказанности. Очень много аллегорий, очень много философии, там между строк нужно копаться. А вот где-то акцентики можно было сильнее расставить. Возможно, это бы чуть больше, знаешь, там, аудитории чуть ближе было бы. Массовой, я имею в виду. А еще я видел раскадровки этого фильма. Это что-то невероятное. Его снимали полностью по раскадровкам, и весь фильм был раскадрован. И вот раскадровки ты смотришь, там как такая настоящий нуарный комикс ты смотришь. И это круто. Это очень круто. За это респектос. Ну, в раскадровках там, наверное, точно нуар. Там супер классно это все нарисовано. Класс. Ну что, давайте решать, что с этим фильмом. Он как бы все-таки провал или не провал? Я думаю, провал. Именно как провал как блокбастера, как большого кино, но большой успех как авторское высказывание, я вот так скажу. Я вот реально его посмотрел сейчас как бы целиком. Очевидно, что не супер внимательно, но, короче, это провал, который стоит посмотреть. Потому что каждый, возможно, в этом провале найдет для себя что-то очень классное, а, возможно, решит для себя, что это нифига не провал, а, наоборот, очень крутое, концептуальная какая-то фантастика. Разок точно можно. Возможно, это даже жемчужина для кого-то будет. Да. Вот как для Вовы. Вова нашел концепцию, вот это его зацепила эта концепция, где человек превозмогает себя, свои гены, добивается чего-то с самого детства. И вот он у тебя, видишь, вот здесь. Сердечки. Да. Сердечки. Ну, на самом деле, тут можно так сказать, что любое голливудское кино с точки зрения зрителей, да, когда куда-то поворачивает не туда, встречается с кучей хейта какого-то, с кучей критики, при этом всегда, это тоже такой консюмеризм, всегда зритель, когда выходит какое-то классическое голливудское кино, он начинает, все это невозможно больше смотреть, там, очередной, там, условно, форсаж, там, ну, или неважно что, очередной шаблон, это давайте мне что-то более нестандартное, но как только он получает что-то нестандартное, это нестандартное уж слишком... Это заговор, да. становится непонятным. Поэтому тут вопрос именно, если хочется, голливудский блокбастер, то, конечно, не надо тратить на это. Не такой он, кстати, и длинный фильм, там буквально 1:30, наверное. 1:40. 1:40, с титрами. 1:50. Не надо тратить на него время. Ну, а если есть интерес к чему-то особенному, к чему-то, что как-то затрагивает, да и даже предвосхищает эпоху, та же Гаттака — это сегодняшний SpaceX, который занимается, на первый взгляд, непонятно чем, пытается колонизировать Марс. Ну и все вот эти генетические штуки, которые мы видим уже сейчас, они, опять-таки, в этом фильме, предсказаны. Сейчас мы можем работать, не мы, ученые, работают с генетикой, и очень сильно стоит вопрос именно этически всего этого. Потому что если бы это не сдерживалось бы этикой, то мы бы сейчас бы, как в этом фильме, имели бы там 6-палых музыкантов там и 2-головых еще нет. ученых. Ну, почему нет? Уже сейчас, смотри, уже сейчас при ЭКО можно выбрать цвет глаз ребенка.
буквально вот я на днях где-то какую-то новость читал, выделили ген, какое-то генетическое заболевание, которое позволяет человеку спать там 3-4 часа и восстанавливаться, и чувствовать себя нормально. Но это генетическое заболевание. Выделили этот ген, Это у меня такое. проверили на мышах, И могут его подселять. и могут его подселять к человеку. А вот это уже, вот этот человек становится вот этим шестипалым музыкантом, которому уже надо спать не 8 часов. Шестипальцем. Шестипальцевым, да. А не 8 часов, как нормальному человеку, а 4. И про то, что, мы там говорили про доступ к этому. И и условно люди с финансами, которые имеют доступ к этому, могут себе это уже, заполучить даже нелегальным способом. Мгм. Вот, поэтому Класс. фильм, предвосхищающий время, почти, в каждом своем тейке, который он там пытается донести. Поэтому если это интересно, и интересно поразбираться с этой точки зрения, то, конечно, это далеко не провал. Окей. Класс. Круто! Крутой Запускай. фильм. Не получится. Думаешь, у меня Бросай получится старт с ДНК? С книжки, да. И последняя кассета. И что же это будет? Будет еще один Разно! Это еще один нуар. Это не нуар. В смысле? Это не нуар. Темно. Тени есть. И третья кассета у нас «13-й воин». Мы говорили здесь про провал, полупровал, который в итоге Так. стал успешным фильмом и тому подобное. Вот это кино — это провал. Оно Это снималось сразу как провал. ребята. Это... Слушай, а у него были шансы не Полный стать провал. провалом? Конечно, были. Это только потому, что Бандерас? Нет, вот я расскажу, почему. Но Ну, для начала, Артем, давай прочитай, о чем же этот фильм. О чем же этот фильм? В новом историческом боевике от режиссера «Крепкого орешка», от автора «Парка юрского периода» и «Сферы» с участием неподражаемых голливудских звезд Антонио Бандераса и Омара Шарифа вас ждет настоящее зрелище. Достойное кровавых древних амфитеатров и по размаху превосходящее храброе сердце. Понятно вам? Ахмед ибн Фехдлан, утонченный аристократ и поэт, в наказание за любовь отправился посланником цивилизованного Востока на варварский север, к диким и необузданным викингам. Эти храбрые воины готовились к походу против таинственного племени пожирателей трупов, опустошающего деревни и оставляющего после себя груду человеческих скелетов. По древнему поверью, только 13 воинов могут одолеть звереподобного врага. Но чтобы пророчество сбылось, один из смельчаков должен быть чужестранцем. Волей счастливого случая или зловещего рока бывший поэт, а ныне 13-й воин берет в руки оружие и отправляется туда, где умолкают даже неусташимые викинги. Тут так и написано «неусташимые». Поэтому я как написано... Но они там такие. Они Даже там такие. неусташимые. Они там Они неусташимые. становятся и в какой-то момент кричат: «Мы неусташимые! Мы Они- викинги!» Они там неусташимые. Чтобы случайно не назвать свой страх по имени. Тот, кого нельзя называть. Да. Короче, фильм, который я очень любил в детстве, просто обожал. Вот, когда я был ребенком, да, это мой любимый блокбастер был, реально, один из любимых. Именно на такую историческую тематику, то есть понятно, что это, сразу оговорюсь, это не историческое кино, это надо понимать, это фэнтези. И основано оно на определенных источниках, но ни в коем случае не нужно воспринимать этот фильм как какой-то исторический срез истории викингов, Никто северян. не собирался. Вот ведь. тут вот, если в храбром сердце ты когда думаешь об этом, что это исторический персонаж, Да. и всё, тут даже не закрадывается ни тени И сомнений, это хорошо, это что у вас это правда. Но нас- это же основано на реальных событиях. Да Не, каких реальных самых? но на самом деле есть куча разборов, где историки садятся и разбирают это кино. Находят там даже Но какие-то скорее вот надо упомянуть исторические... слово «хуёсят», правильно? Это кино. Да. Вот они любят этим заниматься, поэтому я всем историкам сразу говорю, выключайте, перематывайте дальше,
Сходите, посмотрите «Отважное сердце», там у вас будет пердак подрываться чуть поменьше, нежели в этом фильме. Это фэнтези. Все, мы это Окей, зафиксировали. определились. Нуарная фэнтези. Так, теперь почему создание этого фильма начиналось как невероятный перспективный проект и блокбастер, у которого было застолблено конкретное там летнее блокбастерное окно, а это малым вообще проектом дается, особенно в 90-х, после там успеха тех же «Челюстей». Мы помним, что летом в определенный период, когда все американцы отдыхают, выходят супер-блокбастеры. Вот. «13-й воин» был поставлен на такое время в 1998 году. Летом он должен был выйти. Еще и так поздно, знаешь. Я когда смотрел, думал, может, он 73-го какого-то года фильм. Почему так происходило? Потому что это экранизация книги известного писателя Майкла Крайтона, который до этого момента написал не что иное, как «Парк юрского периода». Буквально пару лет назад Спилберг сделал суперуспешную, дорогую франшизу. «Парк юрского периода» стал самым кассовым фильмом в истории кино в определенный момент. И Майкл Крайтон стал очень большим автором, очень дорогим. Оказалось, что у него много книг, написанных уже им в его творчестве. И все эти книги начали моментально скупаться студиями. В то же время был Джон МакТирнан, режиссер, который снял «Крепкого орешка», «Хищника». Только что выдал «Крепкого орешка 3», который стал супер успешным проектом. Еще пару фильмов. У него не было провалов, кроме одного фильма с Арнольдом Шварценеггером «Последний киногерой». Фильм как бы хороший, Кстати, но был не понял. Классный фильм. Это что за фильм? такой тоже... Фильм, основанный на мета-иронии, где герой супербоевика попадает в наш мир, и там обыгрываются все вот эти шаблоны. Штампы. Да, и штампы. Его писал Шейн Блэк, между прочим. Тренироваться и никогда не делать это при оживленном движении. Парень охладился. И вот этот фильм чуть не похоронил карьеру Арнольда Шварценеггера в свой период, и его снимал Джон МакТирнан. Все остальное, что он делал, превращалось в золото. Золото. Да. Там так и сидели продюсеры. Золото. Так и было. Принесет Так и нам было. золото. Дисней, имея такую связку, супер крутой режиссер и супер успешный автор, покупают книгу «Пожиратели мертвых». В переходе. Мужика такого уже, который продает просто книги из шкафа домашнего. Угу. На тот момент книга «Пожиратели мертвых» уже являлась хитом, довольно успешным, но прикол, что Майкл Крайтон когда-то после университета написал ее наспор. Они проходили «Беовульфа» у себя в университете. История, это все знают, англосаксонская поэма про воина, который идет убивать монстра. Вот, и она написана максимально скучно. И Крайтон наспор взял ту же историю и написал веселую историю с обилием экшена и так, чтобы ее было прикольно читать. Он назвал ее «Пожиратели мертвых». Значит, она стала хитом, и студия Disney выкупает на нее права у Крайтона, но Крайтон понимает уже, он большой автор, он обязательно в контракте ставит галочку, условно, что он будет являться исполнительным продюсером этого фильма. Так. Все они хитрые. Жадность погубила этот фильм. А исполнительный продюсер в то время, да и сейчас, это царь и бог на площадке, чтобы вы понимали. То есть это человек, который имеет вето на съемку любой сцены, он может выбирать локации, он может подбирать актеров и все остальное. Как бы ок, но был момент, что все-таки Майкл Крайтон, он автор художественный, а не киношный. Да, как бы ты говоришь, ок, да, кажется, и вот именно с этой стороны подкрадывается жопа к этому фильму, знаешь. Именно отсюда и раскрывается, почему как бы в итоге получилось настолько круто. Да. И именно с этого момента начинаются некоторые, скажем так, недомолвки, некоторый контраст в понимании двух больших авторов и третьей студии. То есть в данный момент что мы имеем? Мы имеем Disney,
мы имеем книгу «Пожиратели душ», мы имеем Майкла Крайтона, который супер там большой автор, и МакТирнана, который тоже, типа, уже супер большой автор. МакТирнан говорит о том, что, окей, мне нравится твоя книга, но я бы хотел ее чуть-чуть доработать, чтобы она была супер блокбастером. Примерно всю. Примерно всю. Оставим... даже название не будем оставлять. Да. Он нанимает... Не, они оставляют название «Пожиратели мертвых». МакТирнану супер нравится это название, но он понимает, что это книга пока еще. Он нанимает сценариста «Терминатора 2», «Терминатора 1», «Терминатора 2». 3 разные персоны. Он нанимает Терминатор 1, сценариста, Терминатор 1 и Терминатор 2. Нет. Он нанимает сценариста, который был соавтором Так. «Терминатора» и «Терминатора 2». Чувака, который постоянно работал с Джеймсом Кэмероном. А мы помним, что Джеймс Кэмерон абы с кем не работает. Вот. И этот чувак по концепту МакТирнана переписывает историю «Пожирателей мертвых» в суперкрутой исторический, фэнтезийный и мистический боевик. То есть МакТирнан говорит о том, что мне нравилась эта книга, но мне не нравилось, что там были просто люди. Вот туда, куда они ехали на север, там были какие-то люди, неандертальцы, которые там всех ели. Это не прикольно. Я добавил в эту историю, попросил добавить побольше мистики. Типа, условно, говорит прямыми словами, я хотел снять Конана и Хищника, но если бы эту штуку соединить в один фильм. С одной стороны Конан, со второй Хищник, соединяем и получаем Пожирателей мертвых. И они с этим сценарием, мистической, исторической штукой, жесткой, приходят в Дисней. Вот. Дисней читает эту штуку с большими глазами и говорят, не, ребята, нам надо делать кино с рейтингом 13+. 6+. Ну, о чем тут разрубленные головы, мистика, там кто-то жрет людей, вы чё? И ставит вето на то, чтобы этот фильм был снят под детский рейтинг. В целом. Да. Вот, значит... 13+, 13 воин. То есть был шанс не посмотреть этот фильм. Да. Благодаря Диснею, но дальше что-то пошло не так. Так. Запутанная история. Да. Есть шероховатости, но три эти стороны садятся за стол, обсуждают. Преодолевают, бьют по рукам. Дисней выделяет этим ребятам $80 миллионов. После чего те согласились. Хорошо. Да, эти соглашаются, и МакТирнан запускает продакшн. Далее продакшн идет по схеме Кевина Костнера и «Водного мира». Ох уж этот Кевин. Что делает МакТирнан? Он говорит, я хочу это кино снимать максимально реалистично. Да, вы мне не даете отрубать головы, но все остальное должно быть максимально реалистично. После долгих круизов по миру он, значит... По Скандинавии. Да, они ездили в Скандинавию, в Восточную Европу, везде было, в Англию, везде было не то. В итоге они арендуют остров в Канаде с доисторическими лесами и строят там, в этом острове, пещеры, они строят вот эту деревню полностью всю, возводят фигвамы, разные памятники исторические, они строят в реальный размер корабли викингов. Они делают примерно то, что сейчас делает Кристофер Нолан, вот когда снимает свою «Одиссею». МакТирнан не жалеет денег на продакшн. Он говорит, мы будем снимать все максимально реалистично, максимально круто. Майкл Крайтон, как исполнительный продюсер, поддерживает эту тему. Да, мы он говорит, что есть опыт работы с парком юрского периода, вот там графоний немножко полился, давай поддерживаю эту тему. И, соответственно, они возводят этот город, они строят корабли, МакТирнан нанимает реальных актеров из Скандинавии на главные роли.
которые многие из которых очень плохо разговаривают на английском, кто-то вообще не разговаривает. Ух, это даже лучше. Они берут на главную роль Антонио Бандераса, который на тот момент вот в «Зорро» только-только выстрелил, но он не был большим актером. Понятно, что они берут испанца на роль мусульманина, вот, но в то время как бы это можно было еще простить. Все равно он типа другой. И МакТiernan говорит о том, что я очень хотел, чтобы вот на фоне этих скандинавских богатырей маленький араб, да, выглядел миниатюрно, вот, и чтобы этот контраст, он работал. То есть у них такой очень серьезный, крутой подход к препродакшену этой картины. Все эти ребята приезжают на остров, и их обучают, значит, ремеслу. Около там 200 дней они жили на этом острове. Их учат стрелять из луков, ездить на лошадях. Что они умели уже. Да. То есть сам фильм вообще похер. Это просто... Это просто лагерь. Это просто все лагерь. понимали, что фильм будет как будет, но мы круто проведем типа Оттопыримся. время. Нет, мы- все думали, что это будет супер крутой большой блокбастер. Тем более, что только-только отгремело «Отважное сердце», которое было снято тоже там за такие же деньги, даже за меньшие, а у них уже больше, соответственно, это будет Мы еще перебьем круче. это все нахер. Да. Далее они расширяют свои амбиции, они нанимают местных жителей этих лесов, которые тоже на них начинают работать. Как говорил художник-постановщик, в один момент мы даже построили свое озеро. То есть они возвели в этом канадском парке, этот остров был, это канадский парк, они проложили там подложку и залили свое озеро, чтобы... Это где появляется это скандинавское судно, да? Да, чтобы, значит, пейзаж был и выход, где они там на лошадях прыгают, буквально два кадра, где лошадь прыгает с лодки реальной, вот, на землю, это, значит, озеро они залили специально для этого кадра. Интересные ребята. Далее начинаются съемки, значит, ребята уже обучены. Стреляют, пах, из лука, Да, рубят мечами, все там эти... Так, и что дальше? Хорошо. Но им никто не объяснил, что столько Что много кино. в темноте снимать, вообще ни хера никто не увидит. Забыли сказать, да, что типа, если вы ночью деретесь на мечах, то кто увидит. Они, значит, снимают 100 дней. В один из моментов травмируется Антонио Бандерас. У него вылетает позвонок Глаз. из позвоночника. Это все эти кольчуги. И он такой, Но да я вам говорил, блин. На самом деле там была сцена с сыном этого короля, куда они приехали. Схорони друга. Он был храбрецом. Которая, кстати, арка так и не завершена. такая сцена. Да, но была такая сцена, где Бандерас с ним дерется на берегу, и потом он его убивает и забрасывает его тело в лодку. И вот когда он, типа, поднимал это тело, у него выскочил позвонок, и он получил большую травму. Его увезли в Л.А. и лечили там некоторое время. И в этот момент МакТiernan как бы чуть-чуть пересмотрел приоритеты и начал, ну, ему же надо было что-то снимать, и он начал снимать больше историю про вот этого большого белого Булвульфа, там как-то они по-другому, не Беовульф называют его, а Булвульфа. сына этого короля. Это был тоже чешский актер, которого звали Владимир Красносолнышко. Поречков, условно. Ну да, какой-то Кулич. Владимир Кулич. Господи, мне нравится, что это тоже был чешский актер. Стоп! Сколько до этого было на площадке чешских актеров? Давайте разберемся.
Почему мы узнаем, что этот Нет, был ну тут- один из Тут труппы параллель, чешских что актеров? в Гатеке был польский оператор, а тут был чешский актер. Теперь мне обидно, а кто у меня был, какого происхождения? Да, а у тебя был афроамериканец-ирландец. Короче, Да. тут был вот этот чешский актер, который Так. неожиданно стал главным героем фильма. Да, ну, потому что Бандерас как бы вылетел из-за травмы, а Позвонок вылетел. Мактирнан дальше начал снимать историю про Да. биовыживание. Ну, что-то же делать надо. Причем Мактирнан любил, когда импровизируют ребята. Ему очень понравилось в «Крепком орешке», когда Брюс Уиллис импровизировал, и он Так. давал всем Импровизируй. очень много импровизировать. На чешском. Сегодня мы маем импровизация по-чешски. И там никто ничего не понимает, да, этот по-чешски, те по-скандинавски, никто ни черта вообще не понимает. Импровизация! Чтобы вы понимали, значит, Мактирнан делает все, что он хочет. То есть, ну, на Чех, все... что хочет этот большой чех. Да, на все его вот эти как бы причуды режиссерские ему дают денег, нужно куда-то лететь без проблем. Скажем так, момент, который отражает эту историю, про которую я говорю, что ему разрешали все. Есть в конце небольшая сцена, буквально на 30 секунд, где вот этот отряд, когда они убили королеву, они спасаются через подводный проем и выныривают где-то там за скалой. Мгм. Слышат прибой, выныривают за скалой. Так вот, эти 3 сцены снимались на разных континентах. Ну, все правильно, потому что в Скандинавии такого не может быть. Это Да. карстовая пещера. Абсолютно. Они снимали эту, значит, пещеру в Канаде, под водой плывут 10 секунд в Колумбии, а потом выныривают на Бали. А на Бали карста Ну, это профессиональные достаточно. ныряльщики, правильно? Это профессиональная съемочная группа, я считаю. И причем, ну, обязательно нужно было вот какие-то такие штуки снимать, чтобы фильм был максимально реалистичным. Причем Причем в монтаже это незаметно. В монтаже такое чувство, что ну, пиздец, где Ну, снят, но ну, только не так, как да. Витя В рассказывает. лесах Чехии. да, Там просто причем вместе с актером. Причем в колумбийском блоке, вот где они внизу плывут под какими-то породами, один из чуваков чуть не утонул. Вот, все плыли, а этот застрял. Там был такой парень рыжий ирландец, Мгм. а-ля типа Мгм. ирландец, Да-да-да, который был такой. шутил всегда со всеми. Вот, он, значит, застрял там под Он трусами водой. зацепился, обычно так в мультиках. Да. И его потом Бандерас вытянул в последний момент. То есть они вылезли все, походили. А чувака нет. Да, подумали, блин, а где этот чувак? Бандерас, я его там вон видел, пойду схожу посмотрю. Он пошел смотреть и видит, там рука его болтается. Он, значит, этого чувака... А это Бандерас уже без позвоночника, чтобы ты понимал, Не-не-не, спасал он человека. На самом деле он пролежал там неделю или 2 в Лос-Анджелесе, ему что-то сделали, и дальше он снимался на обезболе. То есть его постоянно кололи, и он постоянно снимался в этом фильме. Такая И вот, значит, они провели съемки, порядка там 130 дней снимали фильм «Пожиратели мертвых». Значит, сожгли деревню эту. Блин, я думал, сожгли пленку. Пленку я тоже сразу подумал, и у меня сразу вопрос возник. Ну, история про сжигание пленок и все прочее. Но на тот момент же был какой-то предварительный монтаж. Вот они отсняли, например, Ничего не было. 20 дней, посмотрели, что ну херня. Ничего не было. Почему херня? Там был отличный фильм, я уверен в этом. Ладно, подожди, что тогда произошло потом? Вот, Кто значит, вмешался в да, этот фильм? Мактирнан, они снимают 130 дней, Мактирнан возвращается к себе в студию в Голливуд, они собирают монтаж фильма. Подожди, здесь очень важно, Вова, ты чувствуешь мистику? Они снимали 130 дней. Фильм называется «13-й воин». Да. Они снимали «Пожиратели мертвых» 103 дней. Вот. И, значит, Мактирнан собирает монтаж первый, 3-часовой Кайф. этого фильма, и они делают тестовый просмотр. Естественно, Люди, Дети. дети, люди сидит. переезжают в другие города. Так, и что?
Люди сказали. И после тестовых просмотров, буквально через пару дней, Джона Мактирнана увольняют с поста режиссера Блин. «Пожирателя мертвых». До сих пор есть первый тизер-трейлер «Пожирателей мертвых» со сценами, с атмосферой, которую хотел сделать и снял Джон Мактирнан. Фильм ложится на полку на целый год. То есть все планы на то, что он выйдет в 98 году, блокбастерное окно, студия зарубает, потому что Дисней понимает, что Мактирнан снял не то кино, на которое они подписывались. Он снял мистический, типа исторический триллер, про отряд каких-то чуваков. Причем в главной роли этого фильма какой-то чех, которого никто не знает. Вот. И вся эта ахинея длится 3 часа. Ну, то есть был шанс у этого фильма. Да, был стать культовым чешским фильмом. Абсолютно. Культовое чешское кино. Вот. И кое-где там Бандерас тоже... появляется. Не появляется, он там полноценную роль играет этого отряда, но кое-где кульгает. И пропадает на долгое время. Блин, ну интересно же. Был такой момент, значит, они положили этот материал весь на полку, Мактирнана выгнали, но Майкл Крайтон, оказалось, он когда-то снимал уже кино сам, и он пришел к студии спустя там 8 месяцев и говорит: я сделаю вам кино, сниму сам, пересоберу, сделаю кино, которое вас устроит, которое будет хитом. Дайте денег. Еще. Там чуваки... Еще, да. Они его выслушивают, а так как он все еще, параллельно он там выпускает еще сиквел этого «Парка юрского периода», снова громадная история, они ему снова верят и дают еще столько же денег. То есть было 80, ему дают еще 80 на досъемки. Он собирает всю эту бригаду. Они снова... Лучников тех обученных. Да, они снова арендуют остров. Откапывают этого чеха. Они строят, возводят снова деревню. Сожженную ту. Да, которую сожгли в первом фильме Мактирнана. Снова строят эту деревню. Говорит, художник-постановщик, не один в один вышло, но чуть-чуть похоже. Там такой монтаж в итоге, что... Озеро уже не заливали. И он переснимает практически половину этого фильма. Причем есть момент. Студия, они говорят ему, чтобы Крайтон снимал этот фильм с рейтингом R. Это что значит? То есть они дают добро на то, чтобы это был серьезный, кровавый типа триллер. R — это ужасы. Да? Ну да, то есть рейтинг R. Так. Когда Мактирнан про это узнал... Психанул, приехал в Лос-Анджелес. Да, и сжег эту деревню не в Лос-Анджелес, на этот остров. Приехал и поджег. Бензином стал бегать и обливать. Проблемой следующей оказалось то, что Майкл Крайтон режиссер. Да. Вот. И все, что он доснял для этого фильма, выглядит ужасно. Короче, что он доснял из глобального? Это вот самая первая сцена, где корабль на волнах. Они снимали ее в студии. Это уже видно.
Дальше он переснял первый финал, где этот чувак, Беовульф, убивает женщину. То есть в версии МакТирнана эта женщина выглядела как вот этот камень, который нашел Бандерас. То есть толстая как женщина. статуэтка это из палеолита. Да. Вот, он переснимает эту сцену, потому что студия предположила, что вот эта главная антагонистка должна быть красивой. Потому что если 13 воинов едут убивать старую тучную женщину, то это не прикольно. А если они борются с красотой, то это уже прикольно. И он полностью снимает самый-самый финал, где все снято в слоумо, где они выходят, на них едут всадники, и весь бой заключается в том, что в слоумо этот Беовульф бьет очень медленно мечом главного антагониста, который тоже появляется в этом фильме благодаря пересъемкам. То есть студия попросила добавить еще вожака вот этих типа бойцов, чуваков, да, которые живут в этих лесах. То есть, по факту, мы что имеем? Мы имеем 3-часовой исторический эпос, триллер, который МакТирнан снял, переснятый чуваком, который хороший автор, но очень плохо в режиссуре, под указкой студии. И поэтому «13-й воин» выглядит сейчас именно так. Где-то в кулуарах Диснея лежат вот эти вот пленки, которые были отсняты. И мы их обязательно найдем. Ну, мы их... Выезжаем. Скорее всего, мы их никогда не увидим. Так вот, почему же этот фильм стал называться «13-м воином»? Потому наконец-то. что... Наконец-то про этот фильм. Да? Мы так долго говорили не про это кино, а давай везде теперь поговорим про вот это кино, которое мы посмотрели. Этот фильм называется «13-й воин», потому что Майкл Крайтон однажды, когда он работал над переработкой этого фильма, вышел поливать свою лужайку. И, значит, он поливал свою лужайку в своем шикарном доме, а его сосед, который проходил мимо, сказал ему, что «Пожиратели» — это очень страшное название. Никогда из такого названия не получится хорошего фильма. И в тот момент Майкл Крайтон решил переназвать этот фильм «13-й воин». К тому моменту, это был практически 98-й год, на маркетинг фильма «Пожиратели душ» было потрачено очень много денег уже. Короче, этот фильм, знаете, такое столкновение 3 больших амбиций. Амбиций большого режиссера, амбиций большого автора и большой студии. И вот этот триптих в этом фильме, он не сложился. И в итоге мы получили один из самых больших провалов 90-х. На этот фильм было потрачено 160 миллионов. Это в 2 раза больше, чем потрачено было на «Отважное сердце». У этого фильма даже не было большой премьеры. Просто покажем. Да, его просто выкинули в холодный сезон, вот, и он утонул в прокате, там, набрав по всему миру около 60 миллионов. Ну, потому что уже больше не могли в него вливать, как я понимаю. Но... уже все, понимали, что нахрен уже вливать еще бабло. Абсолютно. Майкл Крайтон после этого фильма больше никогда не снимал ни одно кино, не доснимал. Карьера Джона МакТирнана, считайте, закончилась вот на этом фильме. Все, он больше не работает? После этого у него был «Роллербол», который провалился очень-очень-очень жестко. И небольшой камерный триллер, который я очень люблю, «База Клейтон» с Джоном Траволтой. О, прикольно. Вот. После этого он сел в тюрьму, потому что прослушивал продюсеров «Роллербола». А он на тот момент был один из самых перспективных и кассовых режиссеров Голливуда. Он был хорош, конечно. Вот такой 13-й воин, да. Или «Пожиратели людей». Меньше всего вот этот провал этого фильма сказался на карьере Антонио Бандераса. То есть он
вышел, скажем так, победителем, без позвоночника, из воды. Без позвонка, правда. Да. Он отзывается про этот фильм довольно хорошо, но и он, и все актеры отзываются хорошо именно про версию Джона Мактирнана. В то же время они все говорят, что то, что мы через год приехали, они возвели деревню, и мы начали сниматься практически заново. в том же, Мгм. ходить все это, он говорит, это был какой-то сюр. Все актеры, которые снимались в ролях викингов на вторых и первых планах, вот этот Владимир, Чехи. Ага. который Чешкоповский. Беовульф, у них не продолжились карьеры после этого фильма. И вот этот Владимир Кулич, он говорит, когда я снимался у Мактирнана, я понял, что это мой прорыв. Потом, через год, когда я приехал на съемки, я все понял. Я понял, что это полный провал, и меня потом никто никуда не возьмет. И действительно, Почему? хотя он очень крутой. Пиздец, говоря по-чешски. Да, хотя он очень крутой. Его даже в сериал вот этот «Викинги» там Да. кое-как взяли на второй план там в одну серию. Вплоть до того, что вот такие они были нон-грата. Бесили все. Да, персоны после Такие уже вы этого викинги фильма. там. Скажу так, фильм больших амбиций, который не оправдал все вложенные средства, который начинался как что-то особенное и громадное, большое, но закончился абсолютным абсурдом. Хотя, вы знаете, я люблю какие-то вещи в этом фильме. Здесь есть классный юмор, здесь есть действительно сохраненные сцены, снятые тем же Мактирнаном, например, там сцена драки, дуэли Да. этого маленького варяга с большим... Варягом. Да. В роли этого варяга, большого, рыжего, должен был сниматься Арнольд Шварценеггер, между прочим. Да, у него камео должно было быть. Но он как раз-таки, у него была операция на сердце, и он не смог. Так Джон Мактирнан и Шварценеггера хотели сделать такую юморную аллегорию на Конана, которого побеждает маленький скандинавский принц. Это, конечно, была бы бомба просто такая. Вот, поэтому, конечно же, это огромный провал. Это не то, что маленький провальчик, это огромнейший провал для всей вот этой творческой команды. Фу, вот это так. да. Ну. Вот это да. Класс, давайте решать. Что же этот фильм? Все-таки провальный провал? А может быть, это жемчужина, скрывающаяся в раковине Антонио Бандераса. После того, как ты рассказал эту душещипательную историю, я не могу как-то спокойно относиться к этому фильму. Я в детстве его смотрел, мне он нравился в детстве. Прикольно, историческое, что-то с мечами, бегают, дерутся. Что еще надо в детстве от исторических фильмов? Вообще ничего больше. С отличной музыкой. Может быть, с Антонио Бандерасом, прикол, все. Но, конечно, сейчас, пересматривая его, это странное зрелище. Странное. Наверное, это провал. Наверное, это провал. Люди так оценили, и теперь интересно посмотреть вот ту самую версию. Дисней. Надо писать в Дисней. Итак, призываю всех писать в Дисней. По закрытой ссылке, может, они скинут нам, да? Да. То есть с просьбой открыть ту самую версию. Вова, у тебя есть что добавить по этому фильму? Может быть, там есть какая-то глубокая мысль, которую мы не заметили? Глубокую мысль нам тут Витя донес, что, он нам рассказал про фильм, который мы не смотрели, и его никто не смотрел. И это, конечно, круто, что у нас вот появился шанс представить. Этот фильм хорош тем, что его не стоит смотреть ни в коем случае, но вы можете посмотреть рассказ Вити, рассказ нашего подкаста и представить себе тот фильм 3-часовой, который, будем верить, классный. А сейчас потратить вот этих 2 часа, и если, прям совсем нечего, наверное, делать. Хотя, наверное, не может быть такого, чтобы... может, под макарошки. Да, столько не было. Нет. Кстати, под макарошки почему бы нет? Между спагетти посмотреть на Бандераса было бы прикольно. Кстати, как детское кино он смотрится очень неплохо. А почему нет? Там все есть и путешествия классные, и собака, и какие-то монстры, и собака рыжая, которая там бегает перед ними.
в грязи, и лодки, корабли, и даже Аграба в самом начале. Вот, поэтому скажу так, «Пожиратели мертвых» — это крутой концепт, Это не крутое провал. кино. Да, это не провал. Не провал. А «13-й воин» — это большой, огромный провалище. Так что, перед нами 3 провалившихся фильма, каждый из которых провалился по-своему. По-своему. Один провалился, но стал лучшим фильмом в мире. Второй провалился, но стал концептуально офигенным фильмом в мире. Чего там, фантастики и НАСА и всего прочего. Да. И третий провалился так, что мать, да? Но у него есть истинное альтер-эго, которое никто Да. никогда не увидит, и Да. поэтому все равно у него есть спасение. Нет, у него спасения. Почему? У него есть первый источник, который можно почитать и кайфануть. Почему нет? Ну, хорошо.